Всем привет! С вами Анастасия и канал Авелия Стайл. Сегодня я представлю мастер-класс для новичков. Брошь-кулон с применением вот таких перламутровых кружочков, на которых печать с бабочками. Недавно я получила посылку с материалами, и в этой посылке были перламутровые кружочки с бабочками, которые мне очень понравились. В итоге я решила снять мастер-класс для новичков. Подробности и промокод будут в закрепленном комментарии. Вот такие перламутровые кружочки, я уже их вскрыла. Нормальные перламутровые кружочки. Они с дырочкой, я так понимаю, чтобы можно было подвесить на бейл, сделать кулон или серьги, хотя для серег большеватые кружочки получаются. Я думаю, что я обошью бисером и сделаю брошь-кулон с этими кружочками. В общем-то, нормальные кружочки, печать более-менее четкая. Понятно, что это бабочки. С другой стороны, как обычный перламутр. Еще бисер. Вот этот бисер мне понравился. Симпатичная расцветка. Это прозрачный бисер с цветной серединкой. Цвет коричневый, очень шикарный. Он как будто неоднородного цвета. Я думаю, что в пару к янтарю подойдет данный цвет. И вот такой фиолетовый. Этот бисер, он такой с перепадом цвета. Но в целом хорошие бисеринки, более-менее ровные. Есть, конечно, попадаются и неровные бисеринки, но смотрится вроде ничего. То есть вот я набрала рандомные. В целом вот этот бисер мне нравится. Он вот этот не очень однородного цвета, но это довольно-таки интересно. И вот этот такой же, но уже более однородного цвета, такой фиолетовый, с фиолетовой серединкой. Немного фурнитуры, вот такие листочки. Это проставочные бусинки какие-то маленькие, шапочки для бусин. Это довольно миленькие шапочки для бусин, они такие маленькие. И замочки для брошей. В общем, как-то также немного кристаллов. Вот такие кристаллы приятного желто-оранжевого цвета. Вот это мне очень нравится. Ну, симпатичные кристаллы, мне понравились. Довольно-таки хорошо смотрится. Думаю, что добавлю их в брошь. Ну и последнее, вот такой стеклянный микс из стеклянных бусин. Смотрите, какие красивые бусины стеклянные. Вот такие матовые, желтенькие. И вот такие граненые стеклянные бусины. Они вроде хорошего качества. Мне нравятся, они хорошо выглядят, блестят сильно. И вот такие продолговатые бусины тоже. Тут есть матовая сторона и есть такая прозрачная. Довольно хороший микс. И переходим непосредственно к главному блюду. Мастер-класс на брошь. Вот такой кружочек я взяла. Он выпуклый, неровный, поэтому нужно его выровнять и приподнять, поскольку стороны очень узкие. Значит, я должна вырезать маленький кружочек вот такого размера, чтобы вставить внутрь для выравнивания. Вот такой кружочек я вырезала.
Вот сюда его приклею. И потом уже с этим кружочком приклею на фетр. Универсальный гель прозрачный клей. Теперь приклеиваем ждем, когда подсохнет, вырежем и еще несколько раз вот так приклеим на фетровую основу. Еще несколько раз проклею, чтобы сделать чуть повыше, и уже вернусь к вам. Вот такая деталька, в общем-то, получилась. Теперь ее приклеиваем на фетровую основу, к которому будем пришивать на бисер. Закругляю края, чтобы нитка не цеплялась за острые углы. Вот так это теперь выглядит. Надо подумать над композицией. У меня есть некоторые наметки. Буду использовать вот такие кристаллы. Еще решила добавить синий цвет. Ну и уравновесить на верхнюю часть кристалла чуть поменьше. Вот так. Как вам идея сочетания холодного синего и теплого вот такого оранжевого? Мне кажется, выглядит интересно. Кстати, желтый и синий в цветовом круге это комплементарные цвета. То есть противоположные друг другу. Тут у меня взят оранжевый. Это добавляет еще более акцента на том, что есть холодные и теплые цвета. В цветовом круге они противоположны друг другу. Если вам интересно про цветовой круг и как я ориентируюсь на него, напишите в комментарии. И как вы в целом относитесь к таким сочетаниям противоположных цветов, как желтый и синий, допустим, или фиолетовый, оранжевый. Напишите свое мнение, это очень интересно для меня. Теперь я думаю подобрать цвета для обшивки перламутрового кружочка. Я думаю, что я буду использовать вот такой цвет для первого ряда. И еще использую вот эти цвета. И думаю, что возьму еще вот этот цвет. Он тоже хорошо сюда подойдет. Кстати, красивый цвет. Это похоже на прозрачный с фиолетовой серединкой. Основная гамма, я думаю, будет вот в таких сине-желто-оранжевых цветах. И сейчас очень интересная тема. Подборка цвета бисера и цветосочетание, так сказать, обшивки. Вот такой темно-фиолетовый бисер будет взят за основу. Стягивание обшивки, я думаю, буду брать вот такой розовый бисер яркий. Это будет как акцент. И еще думаю взять синий бисер, поскольку у нас синие кристаллы. И всю вот эту розово-фиолетовую гамму надо разбавить. Я очень люблю добавлять жемчуг. И еще та-да-да-дам, оранжевый бисер. Хочу добавить оранжевый бисер как яркий акцент. Я думаю, что он хорошо сюда впишется. Сочетание тоже довольно-таки интересное. Фиолетовый и оранжевый это тоже комплементарные цвета, то есть противоположные друг другу. Я думаю, что будет очень интересно это выглядеть. Ну, а мы приступаем к обшивке. Начну с вот этого фиолетового оттенка. У меня уже есть видео на канале, описывающее мозаичное плетение кабошона.
Но поскольку видео для начинающих, я еще раз подробно все расскажу. Иголочка. Ну, это стандартная бисерная иголка. Завожу иголочку. Вот. С другой стороны оставленный хвостик я захватываю иголкой, чтобы нить надежнее держалась. И таким образом у нас нить надежно закреплена. Теперь ввожу иголку на лицевую сторону и буду прошивать первый ряд. Набираю 2 бисеринки и прохожу приблизительно, чтобы они хорошо уселись. Вот таким образом. Дальше возвращаюсь между бисеринками и прохожу иглой через последнюю бисеринку. Вот таким образом у нас проходит один шовчик. Следующие опять набираю 2 бисеринки и прохожу такое же расстояние, чтобы бисеринки плотненько сидели. Вот так. Опять же возвращаюсь между этими 2 бисеринками. И прохожу иглой через последнюю бисеринку. Периодически я подтягиваю нитку, чтобы все плотненько сидело. Вот так. Я пройду полностью по кругу и вернусь к вам, когда уже круг почти закончится, для завершения круга. Для 2 бисеринок осталось большое место. Я беру 2 бисеринки и ровно посерединке вхожу иголкой. Как и раньше, возвращаюсь между бисеринками, вхожу в последнюю и еще 2 бисеринки как раз укладываются вот в это место. Таким образом я завершаю ряд. Возвращаюсь между бисеринками. И, входя в последнюю, пройдусь еще немного вперед через бисер. Первый ряд завершен. Дальше я ищу бисеринку, которая более свободно находится в ряду. Так, это пришито. Ага, вот есть такая бисеринка. Выхожу из нее, нитка выходит из той бисеринки, которая вот свободненько ходит. И начинаю второй ряд. Беру одну бисеринку и захожу иголкой через одну. То есть вот отсюда выходит нитка. Отсюда выходит нитка. Одну пропускаю и захожу через одну бисеринку. Набираю еще одну бисеринку и опять же вхожу через одну. Вот так в шахматном порядке укладываются бисеринки. И я пройду опять же полный круг. То есть это будет второй ряд. У нас осталась последняя бисеринка. Заходим через одну. Вот так.
И проходим еще за первую бисеринку второго ряда. У нас нитка выходит из бисеринки второго ряда, и круг замкнулся, в общем-то. Как и второй ряд, мы продолжаем третий ряд. На этот раз я возьму другой оттенок. Теперь возьму немного другой оттенок фиолетового, вот такой блестящий. Вот даже, можно сказать, блестящий, пудровый, светлый. В общем, такой оттенок фиолетового я хочу взять на третий ряд. По одной бисеринке набираю. В шахматном порядке укладываем бисер. Еще одну набираю и прохожу в следующую второго ряда. И опять же идем по окружности. Я пройду весь ряд этим бисером и вернусь к вам через секунду. Здесь, как и раньше, под конец ниточка должна выходить из бисеринки последнего ряда. Теперь я возьму синий оттенок и следующий ряд пройду синим. Теперь возьму жемчужный бисер и следующий ряд пройду жемчужным. Теперь сделаю ряд рыжим бисером, а затем уже буду стягивать пятнышкой. Ну, вот так выглядит обшивка сейчас. Осталось сделать последний стягивающий ряд. Последний ряд буду стягивать 15 номером бисера. Вот такой розовый, яркий. Точно так же ниточка выходит из бисеринки последнего уложенного ряда. Прохожу следующую бисеринку этого ряда. И теперь нужно хорошенько подтягивать, чтобы бисеринки стягивались в ряд. Сильно не перетягивайте, чтобы нитка в конце концов не порвалась, а аккуратненько, помогая пальчиком, вот так вот немножечко подтягивать. Пройдусь ряд и вернусь к вам через секунду. Вот так, в общем-то, получилась обшивка. Я уже стянула, вроде как хорошо все прилегает. В целом симпатично довольно-таки смотрится. Теперь нужно сначала приклеить стразы, потом их пришить.
показалась интересной идеей добавить жемчуг по краям. Теперь я хочу закрыть вот эти бока бисером. Точно так же мозаичное плетение по 2 бисеринки. Теперь, выйдя из последней бисеринки, я буду укладывать второй ряд. И перехожу и беру одну бисеринку и буду заходить иглой через одну. Следующий ряд пройду жемчужным бисером. Тоже добавим небольшую обшивку розовым бисером.
ниточка у меня выходит из жемчужинки. И вот такой набор бусин я хочу сделать сбоку. Также захожу в жемчужинку. Так, подтягиваем. И теперь нужно каждую бусинку пришить отдельно. Старайтесь ниткой проходить как можно ближе к кабошону. Это нужно для того, чтобы, когда мы будем обрезать фетр, случайно не обрезать нитки пришивания. То же самое сделаем с другой стороны. Теперь нужно аккуратно вырезать. Можно оформлять задник. Сначала хочу приклеить колечко, которое у меня будет снизу для соединения с нижней деталькой. Вырезать кусочек кожи, вставить булавку и приклеить к заднику. Между изнаночной тканью, в данном случае кожей, и непосредственной вышивкой, то есть лицевой частью, я хочу еще проложить картон для уплотнения конструкции. После того, как приклеили изнанку, нужно хорошенько прижать, можно пальчиками, хотя можно и положить под пресс. Обрезаем лишние выступающие части изнаночной ткани. Основу для обшивки опять брать тот же фиолетовый бисер, который использовала для обшивки кабошона. Нитка выходит с изнаночной стороны. Захватываем 2 бисеринки и заходим иголкой с лицевой стороны. Дальше нужно пройти изнутри в последнюю бисеринку. Таким образом, чтобы отверстия бисера смотрели в сторону. Дальше берем уже по одной бисеринке. Точно так же заходим с лицевой стороны иголкой и выходим с изнаночной стороны. Затем заходим с внутренней стороны в бисеринку. И проходим так до конца целый ряд. Старайтесь, чтобы нитка не запутывалась и не цеплялась у вас ни за что. Аккуратненько подтягивайте. Теперь, когда по моим прикидкам осталась одна бисеринка, я захожу посередине в оставшемся кусочке, чтобы распределить расстояние. Делаю стежочек через бисеринку и захожу иголочкой в первую бисеринку, которая у нас оставалась в самом начале. Затем прохожу через фетровую сторону, выхожу
на изнаночной стороне через кожу и захожу в эту последнюю бисеринку и затягиваю. Таким образом ряд у нас заканчивается. Прежде чем пришивать ажурное украшение к обшивке из бисера, нужно четко рассчитать, сколько раппортов у вас будет и сколько бисеринок в раппорт у вас входит от бисерной обшивки, чтобы раппорты у вас четко входили в количество бисера обшивного ряда. В данном случае у меня будет по 3 бисеринки каждый раппорт. Причем сверху я беру 4 бисеринки на петельку. И снизу у меня будет колечко. И с каждой стороны колечка по одной бисеринке. Здесь есть дырочка на перламутровом кружочке. Совсем про него забыла. Поэтому я думаю, что пришью сюда вот такую жемчужную бисеринку. Для этого прохожу на изнанку. Теперь выйду на лицевую сторону. Главное попасть. Ну вот. Главное выйти сюда, в эту дырочку. Захватить бисеринку и зайти снова в эту дырочку. Проходит туго, потому что там у меня еще картон плотный внутри. Теперь надо все хорошенько поправить, чтобы бисеринка легла боком. Вот так. Вот таким образом я скрыла эту дырочку. Теперь обратно вывожу на боковую сторону и продолжаю обшивку. Теперь мне нужно повесить колечки за петельку, чтобы повесить большое колечко. Так, раскроем большое колечко.
проденем через все 5 колечек. И закроем колечко. Таким образом бейл готов. Есть у меня вот такие жемчужные бусы к своему синему кулону из синих пуговиц. Ну, думаю, что и сюда эти бусы очень даже подойдут. Ну так. Снизу у меня как раз петелька для того, чтобы подцепить детальку с перьями. Ну а к ней я приступлю чуть позже. Постараюсь снять тоже видео для вас и выложить в следующем мастер-классе. Кстати, смотрите, как бы классно смотрелось вот с такими жемчужными бусинами темными. Сделать по типу вот как мои бусы жемчужные из натурального ручного жемчуга. Сделать вот такие же короткие бусы из такого искусственного жемчуга. Он хоть и искусственный, но очень красивый. Мне очень нравится. И я думаю, что я именно так и поступлю. Сделаю такие вот бусики короткие. А как вам больше нравится? Со светлым жемчугом или с темными жемчужными бусинами? А на этом я с вами прощаюсь. Надеюсь, это видео понравилось вам. Оставайтесь посмотреть видеоряд. Вы увидите окончательный результат. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить следующее видео. А также поставьте лайк и жду от вас комментариев. Всем всего хорошего, всем пока!